Привет! Меня зовут Инга. Вы когда-нибудь задумывались о том, что означает само слово эмоджи? Ну или эмодзи, если по-поливановски. Эмоджи — это японское слово, означает картина, моджи — буква, то есть такие буквы-картинки. А помните, когда они только появились, мы вставляли их сообщения к месту и не к месту? Так, просто чтобы текст стал более красочным. На своей первой поездке в Японию большинство из них для меня не имело никакого смысла. Ну или я догадывалась, что они значат, но догадывалась неправильно. И вот спустя некоторое время проживания здесь я стала замечать, что повседневные вещи, которые я вижу на улице, в магазине, они подозрительно напоминают те маленькие картинки в раскладке эмоджи. И почему-то есть отдельный смайлик, который изображает карту Японии, не любой другой страны. Прям как будто японцы разрабатывали эти смайлики. Но на самом деле так и есть. Позже я узнала, что эти смайлики, которые мы сейчас видим в наших телефонах, их адаптировали когда-то со старых японских телефонов. Но сегодня поговорим об эмоджи в реальной жизни. Наверняка многие из вас, кто интересуется Японией, японской поп-культурой, уже знают большинство из них. Напишите, сколько из них вы уже знали и какие для вас стали открытия. Так, начнем с еды. Это японский бенто. Ну, тут понятно, что контейнер с ланчем, ланчбокс, но он очень типичен для Японии. Несколько секций, частей, и включает в себя обязательно рис, овощи и мясо, либо морепродукты. Дальше. Раньше мне казалось, что это такой видоизмененный трицепс. Но на самом деле все проще. Это креветка в кляре, один из ингредиентов для темпуры, или эби фрай, такая жареная креветка. Следующая тарелочка с рисом, по-японски каре райсу. Существуют даже сетевые кафе быстрого питания, специализирующиеся именно на карри, хотя изначально завезен в Японию британцами из Индии. На сегодняшний день адаптирован под вкус японцев и готовится повсеместно. Этот эмоджи наверняка уже все узнают. Колобок риса, онигири, рисовый пирожок с различными начинками, от водорослей, рыбы, морепродуктов до мяса, каких только вариаций не существует, завернутый в водоросль нори. Следующий эмоджи очень похож на онигири, и, признаться, мне казалось, что это такой онигири, сделанный из жареного риса, из риса, который приготовлен в соевом соусе, тоже популярный вид онигири, но на самом деле это рисовый крекер, которые так же, как и онигири, заворачивают в нори. Это, наверное, как альтернатива чипсам. А с чем этот смайлик ассоциируется у вас? Это Наруто маки. С Наруто ничего общего не имеет. Такая рыбная колбаска из филе рыбы. На вкус чем-то похоже на крабовую палочку. Ее добавляют в рамен, бенто. Следующий. Наверняка все любители всего японства уже догадались, что это данго. Выглядит так вкусно и продается в отделе со сладостями. Стоит не так дорого, но на деле это безвкусные шарики из рисового теста, которые нанизаны на палочку. Я лично не фанат этих мочи, но многим очень нравится. Следующий эмоджи. Еще один шашлык на палочке, но это уже не сладость, а сытное зимнее блюдо, называющееся оден. Это кусочки рыбной колбаски, наруто маки, морепродукты, овощи, яйца, все вместе тушеные в рыбном бульоне. Сейчас лето, жара, поэтому сложно показать, как он выглядит, но вот я нашла в супермаркете набор для приготовления оден дома. Но обычно зимой, когда чуть становится холоднее, в каждом кабине, на каждом шагу выставляют эти большие контейнеры, где можно приобрести свежеприготовленный оден. Следующее эмоджи что-то обязательно сладкое. Это какигори, если дословно переводить, бритый лед или ледяная стружка, политая сиропом. Это традиционный рецепт на Гавайях. Следующий. Тут вроде все понятно. Кусочек торта со свежей клубникой. Я уже не раз говорила, что японские порции очень маленькие. Нельзя просто так прийти в магазин и купить небольшой тортик на вечер. Здесь продается по кусочку торта или максимум по 2. Чтобы купить целый торт отдельно, нужно делать либо предзаказ, либо идти в специализированный магазин. Лавку сладостей. И я заметила, что вот такой вот белый бисквит с целой клубникой наверху продается везде. Такой стандартный японский кусочек тортика. Следующий эмоджи. По-японски пурин или пудинг.
пудинг из заварного крема. Подается с кофейным или карамельным соусом сверху. Это не какой-то модный десерт, его можно купить в обычном супермаркете. И смотрите, на многих упаковках есть специальный клапан, нажимая который в упаковку поступает воздух, который убирает создающийся вакуум и позволяет пудингу вышлепнуться на тарелочку. Что-то мне стало жарко. Это были эмоджи, которыми я хотела с вами поделиться сегодня. На самом деле их, немного больше. Если вы хотите продолжение, пожалуйста, напишите мне об этом. Очень замотивирует сделать новый ролик. Спасибо большое за просмотр. И мы увидимся с вами очень скоро. Пока-пока.